Оксане было 4 года, когда мамы не стало. Молодая, красивая женщина внезапно заболела. Очень резко начал падать гемоглобин. Ее положили в больницу, а через неделю уже были похороны. Врачи поголовно разводили руками, не понимая причины, но факт остается фактом. За одну неделю перестала существовать счастливая и дружная семья, в которой царила любовь. В 4 года ребенок уже прекрасно сознавал, что теперь мамы не будет рядом, и никто не поддержит за ручку перед сном, не утешит, если вдруг приснился кошмар, не изобретет эти чудесные косички, которые умела делать только мама. Не будет вкусных блинчиков на завтрак, не будет больше в мире человека, для которого она была самым дорогим, любовь которого была такая сильная, что, казалось, она обволакивала тебя полностью. Отец не мог заменить мать. Они были разными по характеру и дополняли друг друга. Поэтому с уходом мамы у отца все стало валиться из рук. Его горе не утихало ни на секунду. Дочь часто слышала, как он плачет по ночам. Старался, чтобы маленькая Оксана не видела этого. Но в квартире особо не спрячешься. А если держать все внутри, то можно сойти с ума. Девочка забиралась к папе на коленки, и они уже плакали вместе. Для них это была страшная потеря, и они не знали, как жить дальше, да и нужно ли это вообще. Прошло 3 года. Жизнь отца-одиночки и девочки постепенно наладилась, если можно это так назвать. Нет-нет, но случалось, что Оксана слышала, как папа во сне зовет маму, разговаривает с ней, и она была уверена, что с ней происходит похожее, только папе не рассказывает. Девочка часто просматривала старые мамины фотографии, где она была такого же возраста, а потом подходила к зеркалу и постоянно удивлялась сходству. Она росла точной копией мамы, и все говорило о том, что ей суждено вырасти красавицей. Маленькая Оксана пошла в школу, и с бытом начались проблемы. Полгода назад отец устроился на вторую работу, и пока он впахивал, чтобы прокормить и одеть семью, вся квартира была на Оксане. Уборка, стирка, готовка. Девочка не жаловалась, так как прекрасно понимала, что папе очень нужна помощь, ведь он уходил ни свет ни заря, а возвращался глубокой ночью, падая от усталости. И всегда его встречали поцелуи и объятия дочки, вкусный горячий ужин, чистая одежда, а в холодильнике лежал контейнер с едой на завтрашний обед. А теперь привычный график сбился, так как половину дня Оксана была в школе, а дома нужно было делать домашние задания, с которыми она справлялась на раз, так как занималась сама дома до школы, и знания в принципе позволяли ей пойти сразу в 3 класс минимум. Но директор школы был очень уж упертым и консервативным. В его школе таких случаев никогда не было, поэтому девочка, по сути, впустую тратила время, а возможности сдать экзамен экстерном они, к сожалению, не знали. Однажды за ужином отец с дочкой разговорились и вместе пришли к выводу, что по-старому уже не будет. Жертвовать образованием дочери папа, конечно же, не хотел, да и не мог захотеть. Оксана сама ему сказала: «Пап, а давай ты опять женишься?» Мужчина поперхнулся, услышав от дочки такие неожиданные слова. Оксана продолжила: «Я же вижу, что тебе тяжело одному. Я не смогу всегда быть рядом с тобой. Ведь когда вырасту, у меня тоже будет семья. Мне хочется, чтобы ты снова улыбался, как с мамой. Да и мне нужна помощь. Я ведь не мальчик», — сказала девочка, смутившись на последних словах. Отец сидел с открытым ртом и дивился на свою не по годам умную дочь. Он как-то совсем упустил из виду ее развитие, и она уже недавно начала задавать вопросы, на которые он или не знал ответов, или начинал смущаться и заикаться, отвечая на них. Мужчина крепко задумался, когда уже лежал в кровати. Перед сном он думал о своей любимой жене, по которой до сих пор скучал. Что бы она ему сказала? Поругала бы его за то, что он до сих пор не мог двигаться дальше, или наоборот, укоряла бы его
если бы он решил жениться еще раз? Он был в смятении, боялся предать свою жену, которой уже нет с ними, но понимал, что и девочке нужна мать, которая сможет ей объяснить или посоветовать то, в чем он совсем не разбирался. Да и он сам был еще не старый, и ему все-таки не хотелось бы прожить оставшуюся жизнь холостяком. Не будет же он сидеть на шее у дочери, когда состарится. Через пару месяцев он еще раз спросил у дочери, готова ли она к тому, что у них в квартире может появиться новая мама, и, возможно, со своим ребенком. Ведь матерей-одиночек достаточно много, у них уже есть опыт с детьми, да и шанс найти себе жену среди них, конечно же, был гораздо выше, ведь те сами стремились найти отца своему ребенку. Девочка обрадовалась и сказала, что с ребенком даже лучше. Она была бы рада брату или сестре. Вместе они могли бы помогать друг другу. Однажды папа пришел с работы гораздо раньше обычного. Оксана как раз доделала уроки и занялась приготовлением ужина. В ванной шумела стиральная машинка. Девочка удивилась, услышав голос отца, ведь папа ее не предупреждал ни о чем, и сразу побежала встречать папу с картофелем в руках. Мало ли что случилось. «Оксана, у меня для тебя сюрприз», — с улыбкой сказал папа. «Знакомься, это Жанна. Мы с ней работаем вместе». В квартиру зашла высокая женщина, по-хозяйски осматривая все вокруг и негромко цокая языком. Оксана вспомнила, что в руке у нее картошка, и быстро побежала на кухню. Вернувшись, она увидела, что процессия уже прошла в зал. Рядом с Жанной стояла девочка, которую Оксана не заметила раньше. По ней было сложно определить, сколько ей лет, но с точностью можно было сказать одно. Девочка очень любила покушать, и сейчас она стояла и, озираясь вокруг, держала в руках здоровенный бутерброд. «Его придется опять пылесосить», — подумала Оксана, видя, как крошки падают на чистый ковер. «Егор, этот ковер придется убрать. Зачем нам в доме рассадник клопов и микробов?» — сказала Жанна, брезгливо глядя на дорогущий бабушкин ковер, который ей, по ее рассказам, подарил чуть ли не генсек КПСС и который Оксана пылесосила каждый день. Папа лишь смущенно покивал в ответ. «А ты, наверное, Оксана?» Женщина обратила внимание на девочку. «Мы с твоим отцом решили съехаться, и теперь будем жить вместе у вас. Это моя доченька, Снежана». Она ласково погладила по голове жующую бутерброд девочку. «Надеюсь, что вы поладите. Идите, поиграйте в куклы или что там у тебя есть, а мы с твоим папой пока тут осмотримся». Оксана в недоумении стояла и переводила взгляд с отца на Жанну и обратно. «Какие куклы? У нее сковорода на плите, готовить надо. Папа голодный, а еще белье развесить». Машинка затихла, но отец, поймав ее взгляд, виновато кивнул, и Оксана, сходив на кухню, выключила плиту и в ванную открыть стиральную машинку, чтобы белье не запахло. Взяв Снежану за руку, она повела к себе в комнату. «Это ж надо было так дочь назвать», — думала девочка. Гостья, зайдя к ней в комнату, сразу плюхнулась на аккуратную кровать Оксаны. Та от чего-то затрещала. «Ну, чем займемся? Я мультики смотреть люблю, а еще в Барби играть. А у тебя тут одни книги. Книги для глупых. Мне мама так сказала». Оксана думала о своем. Ей не нравилось общаться со сверстниками в школе. Неинтересно. Она давно опередила подавляющее большинство из них по развитию. Снежане было 10. С кем же тогда общаться? Ведь для взрослых она была лишь маленькой 7-летней девочкой, и вряд ли кто-то захочет вести с ней серьезные беседы. Оксана еще не понимала, как сильно изменится ее жизнь, начиная с этого вечера. Прошел месяц совместного проживания. Папа, казалось, витал в облаках. Жанна словно очаровала его. Своей квартиры у нее не было. Они недавно переехали в город из какой-то там деревни, и она работала уборщицей на одной из папиных работ. Оксана была вне себя от возмущения от того, как вели себя новые родственники. По сути,
Она все делала то же самое, только в разы больше. Приходя из школы, она брала в руки пылесос, швабру, тряпки и принималась за уборку. У них на кухне появился второй холодильник, на ручке у которого висел замок. «Ну, значит, так надо», — думала Оксана, не обращая на него внимания. Они с папой вообще питались без изысков. Еда была простая, недорогая, но разнообразная. Девочка очень много читала о пользе здоровой пищи и поэтому всегда старалась разнообразить рацион. Конечно, исходя из средств и тех продуктов, которые приносил папа. Жанна и ее дочь всегда ели вместе с ними. И вот однажды Оксана вернулась со школы раньше. Отменили последний урок, а замок на холодильнике был не закрыт. Видимо, забыли. Каково же было удивление девочки, когда она увидела, что было внутри. Половина полок была забита различными мясными продуктами – колбасы, сосиски и разные копчености. Оксана никогда не видела такого изобилия мяса. На другой половине лежали всякие сладости – 2 торта, стопки шоколадных плиток, батончики, десяток пакетов с конфетами. Оксана стояла перед открытым холодильником с открытым ртом, когда внезапно он захлопнулся. На нее свысока смотрела Жанна, уперев руки в бока, а из-за ее спины выглядывала напуганная Снежана с куском колбасы в руке. «Если хоть конфетка пропадет, спрошу с тебя по полной», — зло сказала женщина, закрыв замок, развернулась и потащила за собой свою дочь. «Сколько раз тебе говорила, всегда закрывай за собой холодильник», — донеслось до Оксаны из зала. Так маленькая Золушка поняла, что этот холодильник не для нее и что его открывают только когда ее нет дома. Готова ли она ждать своего принца? Ведь еще так мало лет. Взяв в руки швабру, Оксана принялась за уборку. Иногда ей казалось, что они живут в хлеву, а не в квартире. Снежана ходила в 4 класс в школе, и Оксану папа попросил заниматься с ней, так как та приносила сплошные двойки. Только толку от этого было мало. Снежана была ленивой и вечно лежала на своей кровати, уставившись в телефон, а вокруг все было в крошках, а еще жутко воняло. Они жили в одной с Оксаной комнате, и маленькую девочку это все ужасно бесило. Но она ничего не говорила, ведь папа до сих пор весь светился. Оксана не видела его таким со смерти матери. Но любому терпению когда-нибудь приходит конец. Однажды Оксана пришла домой позже обычного. Автобус, на котором она ездила из школы, сломался в дороге, и девочка решила оставшуюся половину пути пройти пешком. Погода была отличная, да и следующий автобус ждать долго. Не успев разуться, она услышала крик Жанны. «Где ты шляешься? Мы голодные, кушать хотим. Приготовь чего-нибудь скорее. Я устала на работе, а Снежа себя плохо чувствует». Снежанна в это время пыталась тихо спрятать от Оксаны телефон и пачку чипсов под подушку, но комната хорошо просматривалась из коридора. «Еще там белья много. Закинь машинку, и юбку обязательно погладить надо. Еще домашку сделать. У нее завтра проверка, так что постарайся без ошибок». «Нет», — неожиданно громко для себя сказала Оксана. «Что ты сказала?» Будто не слышала ее Жанна. «Я сказала нет, не буду ничего делать. Еды у вас много, я сама видела, помните? А постирать может даже такая дура, как ваша дочь. Там много ума не надо. И делать за нее ничего не буду. Мне есть чем заняться. Папа скоро придет, а вот он действительно устал». Лицо Жанны наливалось краской, кажется, что ее вот-вот хватит удар. «Ну-ка, повтори». Оксана стояла и с вызовом смотрела ей в глаза. Внезапно Жанна занесла руку вверх, намереваясь совершить непоправимое, но ее остановил громкий удар крепкой входной двери. «А ну, стой!» Жанна так и застыла с поднятой рукой, а в глазах был ужас от того, что она увидела за спиной Оксаны. Оказывается,
Егор пришел лишь на минуту позже дочки. Услышав громкий разговор Оксаны и Жанны, он решил встать в темноте лестничной площадки и понаблюдать через не до конца закрытую дверь. Дочь не закрыла ее, опешив от слов женщины. Оксана давно пыталась поговорить с ним, но он не хотел ее слушать, ведь ему снова было так хорошо, как не было уже давно. И сейчас, слушая перепалку Оксаны и Жанны, он испугался. Он перестал уделять внимание самому дорогому ему человеку, не прислушивался к дочери и почти перестал интересоваться ее жизнью. Он будто проснулся после кошмара, и сейчас, увидев занесенную над головой руку Жанны, его охватила ярость. «Пошла вон и свинью свою забери, сейчас же!» Жанна начала заламывать руки, что-то причитать, но гнев в глазах Егора прямо говорил, что спорить не только бесполезно, но и вредно для здоровья. Женщина, поняв, что уже ничего не исправить, кинулась собирать вещи, покрикивая на свою дочь, а потом побежала к заветному холодильнику, принялась быстро сгребать все в свою сумку. «Это куплено на мои деньги, только попробуй, унеси хоть кусочек!» — крикнул Егор. Жанна, зло шипя, схватила дочь и вышла в подъезд. Что-то хотела сказать, повернувшись, но хлопнувшей перед носом дверью едва его не лишилась. Немного остыв, отец и дочка сели за стол на кухне. Жанна сказала, что второй холодильник нужен для контроля расхода еды или что-то в этом роде. Уверяла меня, что ты прекрасно это знаешь, и она дает тебе все, что ты захочешь. Я еще удивился, ведь ты ни капельки не поправилась, в отличие от ее коровушки. Ох, и воняло же от нее, расхохотался отец. Я не мог сказать об этом, боялся обидеть. Отец со стоном обхватил голову руками, и на его глазах появились слезы. «Папа, а хочешь, я тебя познакомлю с Ларисой Анатольевной? Она у нас классная руководительница. Помнишь, ты еще весь покраснел, когда она подошла поздороваться на линейке 1 сентября? Она часто спрашивает, почему ты не приходишь за мной? А я сказала, что ты не женат, и мы ищем маму. Она тоже даже покраснела. А ты не боишься повторения?» Краснея спросил Егор. «Нет, она не такая. Она хорошая, правда. А вот завтра и познакомишься. У нас как раз родительское собрание». На собрании вещи подбирала дочь, перебрав весь его гардероб еще днем. «Оксана, я ведь не на свидание иду, а на родительское собрание». «Ну, это еще с какой стороны посмотреть?» – улыбнулась девочка. После собрания Лариса Анатольевна попросила Егора задержаться. Когда все ушли, она спросила: «Егор Иванович, Оксана сказала, что вам надо со мной после собрания поговорить об ее учебе. Но я не понимаю, о чем говорить. Она прилежная ученица, даже, можно сказать, самая лучшая в классе». Тут-то Егор и смекнул, почему дочь так тщательно подбирала ему рубашку. Немного покраснел, но смог придумать пару вопросов на ходу. Ох, придет домой и скажет этой маленькой своднице. А потом Егор увидел, как Лариса Анатольевна берет тяжелые пакеты с тетрадками перед выходом. «И часто вы столько берете домой?» «Частенько. А сегодня было собрание, и я просто никак бы не успела тут проверить все». Он подошел, забрал пакеты и, не слушая о том, что она справится, пошел в направлении выхода из класса. По дороге Лариса и Егор много разговаривали, смеялись. Он проводил ее домой, помог поднять пакеты на 5-й этаж и попрощался. Дома его ждала Оксана. Она уже переделала все дела и сидела в коридоре. Ей так хотелось, чтобы ее задумка сработала. Егор зашел домой. «Ну, привет, маленькая сводница». Он специально это сказал без тени улыбки на лице, и Оксане немного стало грустно. Он подошел к ней, обнял и ласково шепнул: «Спасибо». Через 2 года Оксана гуляла в парке с папой и мамой, а еще ей доверили катить коляску, в которой посапывали двойняшки Миша и Маша. А Лариса и Егор любовались,
как их старшая дочка поправляет малышам чепчики и одеяльцы, приговаривая, что они самые счастливые дети с такими родителями. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.